Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. 19 февраля, понедельник, это та дата, когда планета Хирон в знаке Овен выравнивается с лунным узлом. Хирон – это символ израненного целителя. Или это какая-то проблема, вопрос, то, возможно, о чем вы никому не расскажете, но то, что должно быть решено однозначно в вашей жизни. Есть, может быть, тот вопрос, который тянется определенное количество месяцев, мои дорогие, у кого-то лет. Или это вот как символ той священной раны, которая в вас глубоко где-то скрыта, но она вас сковывает, не дает вам возможности идти вперед. Может быть, правда, какое-то событие в вашей жизни, как будто, которое мне не хватает воздуха из-за этого, и меня это как будто тянет назад. Вот у каждого здесь по-своему. Кому интересно более подробно узнать, что же с Хироном связано, все же для нас это месяц февраль, и также ведь это воздействие, оно не закончится в разрезе одной недели, мои дорогие, или даже месяца. Почему? Потому что Хирон уже в знаке зодиака Овен, но вот эта дата, это как точка своеобразной невозврата к чему-то, когда мы должны определиться, есть конкретная ситуация или свершившийся факт. И Хирон пробудет дальше в Овне и еще до 14 апреля 27 года. Вот мы будем словно заново отстраивать новое качество жизни. Так вот, кому интересно, я оставлю ссылку в описании под видео. Вы можете посмотреть как и на месяц февраль, так и на март видео. И там я останавливаюсь на этих планетарных событиях более подробно. Мы идем вперед. И в разрезе недели, что важно знать, давайте зададим такие вопросы. Неожиданности. Что скрыто для вас, стрельцы? Итак, что же важно знать с 19 по 25 февраля? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же важно? Что в приоритете? Паж жезлов. Какое-то ваше решение. У кого-то из вас вопросы, связанные с ребенком, с детьми. Может быть, кстати, и подросшими детьми. Но, видимо, есть... Как, знаете, может быть, тоже вам нужно принять однозначное решение и по детям. У кого-то это проиграется, как ваши дальнейшие возможности в плане труда, заработка. Все же жезлы – это у нас дела, работа, бизнес и то, откуда к нам приходят деньги. Но карта незначительная. Здесь мы можем быть готовыми учиться чему-либо, либо это может быть еще и когда наша где-то внутренняя готовность, мы видим как будто к этому моменту, что да, реальность она сложилась несколько в ином ключе, чем мы то предполагали. Но мы уже внутренне готовы, как-то адаптироваться к этой реальности. Здесь, в этой карте, нам говорят, самое главное не делать поспешных действий. Или из-за импульса как будто что-то не ломать. Или даже если вопрос касается детей, но тоже своеобразная какая-то ваша стратегия, тактика. Неожиданности давайте посмотрим. Рыцарь монет. У кого-то может быть как и получение денег, кстати, или вам кто-то может прийти на помощь, выручить вас даже суммой, если это актуально, потому что по рыцарю монет у нас есть тот человек, на которого мы можем как будто положиться. Или это ваша стратегия заработка новая. Может быть, для кого-то из вас будут актуальны подписания документов, или вам куда-то придется отправиться по части согласований, или какие-то вопросы, когда вы вынуждены куда-то опять же поехать, может быть, это как новость, как предложение, и оформить тот или иной документ. Но всегда по рыцарю монет это, знаете, то, что мы делаем надежно, основательно, то, что нам пригодится на года, своего рода, я называю эту карту марафонский забег,
потому что здесь нет места импульсу. Может быть, действительно какой-то вопрос. Мы бы чего-то хотели, а вот есть какая-то реальность, и нам придется ее принять. И знаете, ведь у вас сильная достаточно позиция. Если, с одной стороны, никуда не торопиться, с другой стороны, еще и что-либо просчитать или продумать, как слово ваше отзовется, может быть так, или ваши действия, которые вы собираетесь предпринять, они как будто должны быть рассчитаны на долгий период времени. Или по Плутону в Водолее, если мы соглашаемся, и до конца не определились, как мы, допустим, будем выходить из сложившейся ситуации, когда мы останемся один на один с какой-то проблемой. Кто его знает? Тут ведь по рыцарю монет чаще проходит именно решение каких-то вопросов. Но это те вопросы, которые о себе отдаленно могут напомнить. Поэтому не делать ничего, чтобы вам осложнило жизнь через какой-то промежуток времени. И как раз по Плутону в Водолее нам как будто эта обратка может прилететь. Поэтому исключить всяческую возможность риска. Что бы тут ни было, это не сама неожиданность. Тут как раз более размеренный период жизни, нам говорят, по крайней мере, в разрезе этой недели. Но мы все разные. И если правда, вам что-то предлагают, как сделку, допустим, вы занимаетесь бизнесом, очень важно все просчитать. Чему сейчас не время? Исток. Вот эта колода карт, она так и называется, Таро Истока. И это тот старший аркан, который расположен между последним, 21-м арканом мир, гармония, мир, да, и когда сбываются наши мечты, и нулевым арканом шут, самое начало. Вот это действительно хаос перед началом творения. И когда, может быть, какую-то стратегию вашу, карта говорит, ты не ломай все, не круши. Потому что сейчас на этом периоде жизни ты можешь еще пока не видеть, как разовьются события. Вот все то, что я говорила по рыцарю монет, может проиграться. И это ведь не обязательно дела, работа, бизнес или деньги. Здесь могут пройти и отношения. Отношения с близкими или отношения с коллегами. Не время, наверное, как будто заново с чистого листа создавать что-то новое. Вот, видимо, то, что может быть продолжено, вот такая неделя, оно должно быть сохранено. Причем вы можете с учетом рыцаря монет, как оценивать ваше окружение на последующий период жизни, причем достаточно долгий, так и анализировать, каким делом есть смысл заниматься, а каким нет. Но сказать, что вот резкие какие-то вот ваши решения, да, как по пажу жезлов, импульсивные, вот этому сейчас не время. Не время создавать какой-то хаос. Поэтому самому себе где-то не осложнить жизнь. Или то, что было уже отстроено и надежно, здесь тоже словно не выплеснуть, не отказаться, а суметь быть более мудрым, более прозорливым, более внимательным. Одним словом, не устраивать как бы самому себе турбулентность. Не время смешивать все в одну кучу, повторяюсь. Что же будет помогать? Карта заслуженного успеха. У кого-то буквально, когда мы совершаем путешествие, может быть достаточно далеко, может быть вы планировали какой-то переезд. Когда вы что-то изучаете, мои дорогие, когда вы осваиваете новую профессию, буквально, да, на верном пути, когда вы о себе заявляете, если это вопрос касается вашего бизнеса или вашей работы, нам показывают, что вы уже эксперт в каком-то вопросе, и неплохо бы популярность или как о себе заявить, для кого это актуально, как будто вам это тоже будет помогать, предположим, в интернет, да, или для кого-то из вас, может быть, вопрос идет о смене работы и смене сферы деятельности, вот вам нужно решать именно теперь. Готовность к неожиданностям, она тоже помогает, но, видимо, как будто невозможно достичь другого берега, не отплыв от старого. Но сказать, что это под каким-то импульсом, это тоже не должно быть. Вот будьте мудры и будьте где-то спокойны в принятии собственных решений. Успех, как будто карта уже обещает. Это должна быть уверенность в собственных силах. Но при том, при всем, мы не должны за собой оставить словно выжженную степь, мои дорогие. Вот где-то вот этот тонкий нюанс, об этом говорит карта. Что скрыто? У кого-то может быть та проблема, когда вы даже не знаете, как к ней подступиться по рыцарю чаш. Это может быть связано с кем-то из ваших близких.
Может быть, ваше близкое окружение или, правда, у кого-то дети, у кого-то личная ситуация, когда по рыцарю чаш мы действительно не знаем, что делать дальше. Вот, значит, ты где-то все эти карты и говорят, ты, если, ну, может быть, сложилась какая-то данность или какой-то вопрос завершился, его не следует заново реанимировать, что-то переделывать. Вот это да. И задача продолжить уже в каком-то ином качестве стоит. Уйти, может быть, от тех ситуаций или от людей, на которых нельзя положиться, не понадеяться на как на конкретного человека, так и не понадеяться на счастливый случай. Не ломать, повторяясь, все-таки карта Таро Истока, она у нас выпадает, чему сейчас не время. Мы говорим, не время какой-то турбулентности. Что-то тут должно быть продолжено, понимаете? А от чего-то вы должны отказаться. Вот как на перепутье, может быть, вот сейчас, в эту неделю вы можете оказаться, ну, когда нужно принимать важные решения. И надеяться как на то, что, предположим, кто-то смилостивится в наш адрес или изменит какое-то свое мнение, или, повторюсь, опираться на людей ненадежных, или думать, как-то само оно разберется с помощью высших сил. Нет, не должно для вас остаться вопросов, на которые вы не нашли ответы в целом. Какую-то свою стратегию, тактику, хотим мы или нет, как будто придется принимать, но не основанную на импульсе и не основанную на том, что мы сжигаем за собой мосты. Как-то так, мои дорогие. Дела, работа, бизнес. Четверка чаш, карта апатии. С учетом рыцаря монет. И буквально апатичное состояние. И из-за того, что я не вижу выхода или я не знаю, как решить конкретный вопрос. Может быть, он зависит не от вас. Может быть, он связан с близкими людьми и той ситуацией, которую вы просто изменить не можете. Может быть, она уже случилась, прошла, закончилась. И вот тот самый осадок, который, как священная рана, сидит в вашей душе, находится глубоко. Но, значит, принять, может быть, очень мудро тот факт, что сколько я не думай заново вот эту ситуацию, не проигрывай в своей душе или в своей ментальности. Выход, что-то завершилось, и мне отсюда идти нужно вперед. Но, видимо, вот эти разочаровывающие эмоции, какой-то вопрос не решился именно так, как вы хотели. Но, может быть, и оставить что-то позади. Самое главное, чтобы где-то меланхолия или вот эти мысли, которые мы можем гонять по кругу, думая, что ну как-то изменится наша жизнь извне, или придет какой-то импульс, может быть, это вы, мои дорогие стрельцы, находитесь, кто-то из вас, не все. Так бывает психологически, что мы ждем, ну, как посыла Вселенной, или удачного момента, счастливого случая, что кто-то придет и нашу меланхолию развеет, или каким-то чудесным образом изменится ситуация. Нет, тут все будет зависеть от ваших решений. Но вот как само по себе ожидание непонятно чего, хотя в душе мы ведь понимаем, что, допустим, или ситуацию изменить не можем, или отношения мы не можем изменить, или словно что-то завершилось. Есть такие слова у Анны Ахматовой, лучше не скажешь. Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходит с ума. Вот какая-то подобная, глубоко личностная, правда, по картам ситуация, когда вроде бы не нужно все крушить, или по аркану исток, ну, есть то, что оно завершилось фактически. И не значит, что мы должны, ну, где-то перевернуть себя самого или как-то заставлять себя, может быть, изменить категорически мнение о человеке или мнение о создавшейся ситуации. Нет, здесь нужно принять и в то же время себя словно вписать в новую реальность и не устроить себе какое-то заново переосмысление или пустую надежду себе выстроить как концепцию, потому что реальность, она как будто совершенно иная. У вас сильная карта рыцарь монет, и это умение видеть, что же есть в моем сегодняшнем дне и что может быть продолжено на долгий период жизни. Много философии почему-то, и карты достаточно некрупные, надо сказать. Хотя вот эти три карты, они как раз в верхнем ряду и говорят, как перезагрузка.
Финансы. Давайте мы посмотрим с вами, что у нас на финансы. У вас сильная позиция, карта сила. И может быть вот этот самый импульс, как паж жезлов, вас подталкивает принять важное решение. Но не должно быть что-то как будто сломано. По карте сила проходит великий манипулятор. Здесь энергетика, как у мага. Это холодная карта. И нам предлагают укротить своего льва. Лев – это прообраз наших эмоций, нашего эго, который мы должны держать на коротком поводке. И у вас это на позицию финансов. Может быть, не согласиться, правда, на какую-то мутную сделку. Или не вложиться туда, где не имеет перспективы. Какое-то продолжение как будто не существует. По карте сила у вас сейчас есть возможности с учетом, опять же, рыцаря монет. Это у нас в неожиданностях заработать деньги. У кого-то может быть предложение, и вы можете обдумывать, поскольку это предложение может касаться совершенно какой-то новой области или способов заработка. То, что для вас совершенно ново. У вас же идет паж жезлов. И вы можете анализировать с какой-то прежней ситуации, а нам говорят, а тут нечего как будто анализировать. Тут все придется где-то отстраивать заново. Помогает-то нам шестерка мечей, когда мы отплываем от старых берегов, но при этом, повторюсь, не сжигаем за собой ни мостов, не оставляя выжженную степь. Вот какое-то такое очень мудрое решение, мои дорогие. Стрельцы, как будто нужно принять вам на этой неделе в личной жизни. Вот правда есть какая-то личная история, которая для вас служит прекрасным опытом, кстати. Вот что помогает, и как раз личная жизнь. Хотя это могла быть ситуация, сложившаяся на работе, с коллегами, с соседями, руководителями, может быть, с кем угодно, в принципе. У кого-то, правда, в личной жизни. Здесь тройка мечей, нам изображено стеклянное, как хрустальное сердце, или ледяное сердце. Было или был какой-то случай, когда глубочайшее было разочарование, или, может быть, для кого-то было предательство. Но это карта прошлого, это не теперь. И, как ни странно, вот этот прежний опыт нас сделал сильнее, он закалил. И теперь на этой неделе, опираясь на тот прежний опыт, мы не повторим какую-то ошибку. Об этом говорит карта. Может быть, не согласимся на то, что не может быть продолжено. Или для себя не устроим, знаете, какой-то повтор той ситуации, которая уже тоже была. По этой карте, это карта здорового равнодушия, когда мы можем увидеть безэмоционально какой-то вопрос и решить на берегу, куда же мы отправляемся. Участвовать в чем-то или нет, продолжать какую-то личную историю или ваши действия в том же ключе, как вы это делали прежде. Или, может быть, есть смысл что-то завершить, но завершить это элегантно, мои дорогие, как и самому в какую-то меланхолию, апатию не соскользнуть, так и не устроить где-то ту ломку шаблона, когда и нас изнутри как будто ломает, и, может быть, ломает кардинально как-то перестраивать отношения, заявлять, например, да, или пусть это будет касаться работы, когда рвется вот этот самый импульс наружу и сносит даже то, что полезно, или то, что может быть продолжено. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Давайте я достану карту совет. Буду благодарна вашим откликам. Но почему-то вот такие карты выпали. Видимо, с чем-то нужно проститься, причем отпустить, знаете, как спокойно, свободно. Может быть, есть конкретный человек в вашей жизни, и либо он уходит, либо это вы его хотите отпустить. И это проходит через, ну, вот такие сложные душевные состояния, когда вроде бы и с одной стороны хочется удержать, есть еще что-то доброе, с другой стороны, или, может быть, это очень близкий человек, а с другой стороны, вы умом понимаете, что нет смысла что-то продолжать, нет как будто перспективы. Давайте карту совет. Мои дорогие, у вас прекрасная карта Солнца. Видимо, какой-то гештальт закрыть или какое-то разочарование вы должны, ну, для себя вот так спокойно. Может быть, и есть сожаление, но принять какой-то свершившийся факт. Или, может быть,
Ваши отношения, увидев то, что есть по факту у вас на кону, что-то очень важное в жизни, ваше солнце. Полностью какие-то перемены у вас происходят, но есть еще какие-то сожаления. У вас идет очень сильная позиция. Пусть на деньги выпадает такой серьезный аркан, как сила, когда вы сейчас можете все. Но как будто вы можете буквально горы свернуть, но и где-то устроить, знаете, руины, мои дорогие, вы сильные люди. А вот нам говорят, да нет, этому не время. Но и застревать где-то в меланхолии, в апатии, думая, что какой-то вопрос или отношения могут развиваться, если прежде были разочарования, как будто возобновится что-то и совершенно по-другому. Скорее всего, нет. Выбрать ваше солнце, прочувствовать ваше направление на этой неделе будет очень важно, потому что на кону стоит, повторяюсь, ваше счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.